В этом модуле мы поговорим об объектах и классах. Python имеет много различных типов данных: целые числа integers, вещественные числа floats, строки strings, списки lists, словари dictionaries, логические значения booleans. В Python каждый является объектом. Каждый объект имеет следующее: тип, внутреннее представление и набор функций, называемых методами для взаимодействия с данными. Объект как экземпляр определенного типа. Например, у нас есть два типа, тип 1 и тип 2. У нас может быть несколько объектов типа 1, как показано желтым цветом. Каждый объект является экземпляром типа 1. У нас также есть несколько объектов второго типа, показанные зеленым цветом. Каждый объект является экземпляром типа 2. Сделаем несколько менее абстрактных примеров. Каждый раз, когда мы создаем целое число integer, мы создаем экземпляр типа integer, или мы создаем целочисленный объект. В этом случае мы создаем 5 экземпляров типа integer, или 5 целочисленных объектов. Аналогично, каждый раз, когда мы создаем список, мы создаем экземпляр типа list или создаем объект list. В этом случае мы создаем 5 экземпляров типа list или 5 объектов list. Узнаем тип объекта с помощью команды type. В этом случае у нас есть объект типа list. У нас есть объект типа integer и есть объект типа string. Наконец, у нас есть объект типа dictionary. Методы класса или типа – это функции, которые есть у каждого экземпляра этого класса или типа. Это то, как вы взаимодействуете с объектом. Все это время мы использовали методы, например, в списках. Sorting – это пример метода, который взаимодействует с данными объекта. Рассмотрим список ratings. Данные представляют собой последовательность чисел, содержащихся в списке. Метод sort изменит данные внутри объекта. Вызываем метод, добавляя точку в конце имени объекта и имя метода, которое мы вызываем с круглыми скобками. Представим список ratings оранжевым цветом. Данные, содержащиеся в списке, представляют собой последовательность чисел. Вызываем метод sort. Это изменяет данные, содержащиеся в объекте. Можно сказать, что это меняет состояние объекта. Можно вызвать метод reverse в списке, снова изменив список. Вызовем метод, меняющий порядок последовательности внутри объекта. Во многих случаях вам не нужно знать внутреннюю работу класса и его методы. Вы просто должны знать, как их использовать. Далее мы рассмотрим, как создавать свои собственные классы. Можно создавать свой собственный тип или класс в Python. В этом разделе вы создадите класс. Класс имеет атрибуты данных. У класса есть методы. Затем мы создаем экземпляры, или экземпляры этого класса или объекты. Атрибуты данных класса определяют класс. Создадим два класса. Первый класс будет кругом, circle, второй будет прямоугольником, rectangle. Давайте подумаем о том, что будет представлять собой круг. Изучая изображение, все, что нам нужно, это радиус для определения круга. И добавим цвет, чтобы позже было легче различить разные экземпляры класса. Поэтому наши атрибуты данных класса – это радиус и цвет. Также, исследуя изображение, чтобы определить прямоугольник, нам нужны высота и ширина. Мы также добавим цвет, чтобы различить экземпляры позже. Следовательно, атрибуты данных – это цвет, высота и ширина. Чтобы создать класс Circle, нужно будет включить определение класса. В Python говорится, что вы создаете свой собственный класс, имя класса. На этом курсе в скобках всегда будем помещать термин Object. Это родитель класса. Для класса Rectangle мы меняем имя класса, но все остальное остается неизменным. Классы – это контуры, которые мы должны установить для создания объектов. Создадим объект, который является экземпляром типа круг, instance of type circle. Мы имеем следующие атрибуты данных: цвет красный, радиус 4. Также создадим второй объект, который является экземпляром типа круг, instance of type circle. В этом случае атрибуты данных следующие: цвет зеленый, а радиус равен 2.
Также можно создать объект, который является экземпляром типа прямоугольник, instance of type rectangle. Атрибуты данных следующие. Цвет синий, высота и ширина имеют значение 2. Второй объект также является экземпляром типа прямоугольник, instance of type rectangle. В этом случае атрибуты данных такие. Цвет желтый, высота равна единице, а ширина равна 3. Теперь у нас есть разные объекты, класс Sokol или тип Sokol. У нас также есть различные объекты, класс Rectangle или тип Rectangle. Продолжим строить класс Sokol в Python. Определим наш класс. Затем инициализируем каждый экземпляр класса с атрибутами данных радиусом radius и цветом color, используя конструктор класса. Функция init является конструктором. Это специальная функция, которая сообщает Python, что вы создаете новый класс. В Python есть другие специальные функции для создания более сложных классов. Параметры radius и color используются для инициализации атрибутов данных радиуса и цвета экземпляра класса. Параметр self относится к вновь созданному экземпляру класса. Параметры radius и color можно использовать в теле конструктора, чтобы получить доступ к значениям, переданным конструктору класса, когда класс создается. Можно установить значения атрибутов данных радиуса и цвета на значения, передаваемые в метод конструктора. Точно так же можно определить класс Rectangle в Python. Названия классов отличаются. На этот раз атрибутами данных класса являются цвет color, высота height и ширина width. После того, как мы создали класс, чтобы создать объект класса Sokol, мы вводим переменную. Это будет имя объекта. Создадим объект с помощью конструктора объектов. Конструктор объекта состоит из имени класса и параметров. Это атрибуты данных. Когда мы создаем объект Sokol, мы вызываем код как функцию. Аргументы, передаваемые конструктору Sokol, используются для инициализации атрибутов данных вновь созданного экземпляра Sokol. Удобно представить self как коробку, которая содержит все атрибуты данных объекта. Имя объекта, за которым следует точка, и имя атрибута данных дает нам значение атрибута данных, например, радиус. В этом случае радиус равен 10. Можно сделать то же самое для цвета. Мы можем видеть связь между параметром self и объектом. В Python можно установить или изменить атрибут данных напрямую. Введите имя объекта, затем точку и имя атрибута и установите его равным соответствующему значению. Можно убедиться, что атрибут данных цвет color изменился. Обычно, чтобы изменить данные в объекте, мы определяем методы в классе. Давайте обсудим методы. Мы видели, как атрибуты данных состоят из данных, определяющих объекты. Методы – это функции, которые взаимодействуют и изменяют атрибуты данных, изменяя или используя атрибуты данных объекта. Допустим, мы хотели бы изменить размер круга. Это включает в себя изменение атрибута радиуса. Добавляем метод addRadius в класс Sokol. Метод – это функция, которая требует параметр self вместе с остальными параметрами. В этом случае мы собираемся добавить значение к радиусу. Обозначаем это как r. Мы собираемся добавить r в атрибут данных radius. Давайте посмотрим, как работает эта часть кода, когда мы создаем объект и вызываем метод addRadius. Как и прежде, создадим объект с помощью конструктора объекта. Мы передаем два аргумента конструктору. Радиус установлен на 2, а цвет установлен на красный. В теле конструктора устанавливаются атрибуты данных. Можно использовать аналогию с блоком, чтобы увидеть текущее состояние объекта. Вызываем метод, добавляя точку с последующим именем метода и круглыми скобками. В этом случае аргумент функции – это сумма, которую мы хотели бы добавить. Нам не нужно беспокоиться о параметре self при вызове метода. Как и в случае с конструктором, Python позаботится об этом за нас. Во многих случаях не может быть никаких параметров, кроме self.
указанных в определении метода, поэтому мы не передаем никаких аргументов при вызове функции. Внутри метод вызывается со значением 8 и соответствующим объектом self. Метод присваивает новое значение для self.radius. Это меняет объект, в частности атрибут данных radius. Когда мы вызываем метод addRadius, это изменяет объект путем изменения значения атрибута данных radius. Можно добавить значение по умолчанию к параметрам конструктора класса. В лабораторных мы также создадим метод под названием drawSocle. Смотрите лабораторную работу для осуществления drawSocle. В лабораторных можно создать новый объект типа Socle, используя конструктор. Цвет будет красным, а радиус будет 3. Можно получить доступ к атрибуту данных radius. Получим доступ к атрибуту color. Наконец, можно использовать метод drawSocle, чтобы нарисовать круг. Точно так же мы можем создать новый объект типа Socle. Можно получить доступ к атрибуту данных radius. Получаем доступ к атрибуту данных color. Используем метод drawSocle, чтобы нарисовать круг. Таким образом, мы создали объект класса Socle, который называется redSocle, с атрибутом radius равным 3 и атрибутом color red красный. Мы также создали объект класса Socle под названием blueSocle с атрибутом radius 10 и атрибутом color blue синий. В лабораторной у нас есть аналогичный класс для прямоугольника. Можно создать новый объект типа rectangle, прямоугольник, используя конструктор. Получаем доступ к атрибуту данных height, высота. Также получаем доступ к атрибуту данных width, ширина. То же самое делаем с атрибутом данных color, цвет. Можно использовать метод drawRectangle, чтобы нарисовать прямоугольник. Итак, у нас есть класс, объект, который является реализацией или созданием этого класса. Например, можно создать два объекта класса Socle или два объекта класса Rectangle. Функция dir полезна для получения списка атрибутов данных и методов, связанных с классом. Интересующий вас объект передается в качестве аргумента. Возвращаемое значение представляет собой список атрибутов данных этого объекта. Атрибуты, заключенные в подчеркивание, предназначены для внутреннего использования, и вам не нужно беспокоиться о них. Нужно обращать внимание на обычные атрибуты. Это методы объекта и атрибуты данных. В Python вы можете делать гораздо больше с объектами. Для получения дополнительной информации зайдите на python.org.